Языковые патрули в Украине. Появятся ли на улицах проверяющие? И почему уполномоченная по защите госязыка называет мультфильм «Маша и медведь» разработкой КГБ и ФСБ? Оттепель в отношениях. Как мировая пресса реагирует на появление американских военных на территории Беларуси. Детали. Дипломатический скандал между Минском и Киевом. Украина предрекла Лукашенко будущее на свалке истории. Что произошло? Россия готова к войне за пределами Украины. Официальное заявление. Названо условие. Украина приняла проект бюджета на следующий год. Главный акцент – оборона. Миллиарды долларов на войну. При этом в Киеве заговорили о ее завершении. Обвинение Зеленского в сдаче территорий. Кто пошел против Банковой? Дрон в самом центре Варшавы. Экстренная ситуация и задержание белорусов. Подробности досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. В Украине нет пока возможности для полноценной работы языковых патрулей. Устраивать проверки по соблюдению языкового законодательства пока не представляется возможным по нескольким причинам. И об этих причинах рассказала уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская. Она уверяет, что пока не понимает, далее цитата, «как сейчас донести такую инициативу обществу, значительная часть которого травмирована войной». Конец цитаты. А вторая причина – это деньги. Сейчас финансирование направлено на войну. При этом Ивановская заявляет, что Россия не дремлет и сейчас, опять же далее цитата, «проникает в души наших детей». Конец цитаты. Ивановская уверена, что нельзя украинским детям показывать «Машу и медведь» и подобный контент. Это не просто мультфильм, это инструмент гибридной войны. То, что его перевели на украинский, не имеет решающего значения, потому что дело не только в языке. В этом продукте зашиты инструменты влияния, которые разрабатывались еще КГБ, а теперь активно используются ФСБ. Это часть российского мифотворчества, цель которой – навязать нам свой культурный код. Этот мультфильм формирует у детей мировоззрение, в котором доминируют российские ценности. И мы не можем позволить, чтобы щупальца русского мира окутывали сознание украинских детей. Напомню, среди двадцатки самых популярных детских YouTube-каналов, зарегистрированных в Украине, половина украиноязычные. В то же время в десятке лидеров преобладает русскоязычный контент. Первое место занимает канал «Маша и медведь» с 18 миллионами подписчиков. Студия, создающая мультфильм, за 2025 год могла заработать более 2 миллионов долларов на украинской аудитории. Об этом 3 недели назад сообщали украинские медиа. Дипломатический скандал между Минском и Киевом. Украина заявила, что Лукашенко скоро окажется на свалке истории. Такое заявление Министерства иностранных дел появилось после того, как Лукашенко принял у себя в гостях Владимира Сальдо. В Украине на него заведено уголовное дело по статье о госизмене. Он перешел на сторону россиян в 2022 и получил должность губернатора той части Херсонской области, которая находится под контролем РФ. Лукашенко говорил о торговых связях с этими территориями, в частности о том, что Минск готов покупать фрукты и овощи с тех территорий, которые признаны Киевом оккупированными Россией. При этом Сальдо подарил Лукашенко карту Херсонщины, изображенную в составе РФ, и предложил совместно строить тракторные технопарки и санатории. Вот мы говорили тоже при восстановлении всей этой системы отдыха, санаторно-курортного лечения, отдыха для детей, очень теплое побережье есть. Мы предоставляем возможность для Беларуси и для людей, которые хотят отдохнуть, побывать на наших морях. Даже говорили, возможность передадим часть побережья для того, чтобы Беларусь свои там базы построила, санатории, которые будут полезны жителям Беларуси. В Украине назвали этот диалог и встречу очередным проявлением грубого пренебрежения к суверенитету и территориальной целостности Украины и ко всему украинскому народу. В МИД Украины отметили, что позорным является не только сам факт встречи Лукашенко и Сальдо, но и слова первого о Херсонской области, как о новом регионе России. Киев назвал Лукашенко непризнанным президентом и предсказал будущее на свалке. Вызывают особое удивление бредовые заявления Александра Лукашенко о том, что он советский человек, для которого Украина и Херсонщина также его земля. Напоминаем, что СССР уже более 3 десятилетий как на свалке истории. Туда же рано или поздно отправятся и оба ностальгирующих непризнанных деятеля, которые сегодня встречались в Минске. Украина же была, есть и будет целостной в международно признанных границах.
Американские военные в Беларуси. Внимание мира приковано и к событиям на учениях Запад. Там внезапно появились военные США. Они стали наблюдателями учений. Согласно данным Минобороны Беларуси, за учениями лично следят представители 23 государств, в том числе 3 стран НАТО – США, Турции и Венгрии. Американская сторона пока не комментировала сообщения о присутствии своих военных в Беларуси. Тем не менее, агентство Рейтер отмечает, что присутствие американских офицеров – это еще один признак потепления отношений между Вашингтоном и Минском, союзником Москвы. В то же время учения Запад на финальной стадии, об этом сообщил министр Хренин. Он заявил, что маневры превзошли ожидания, поскольку удалось спланировать развертывание оружия более мощного разрушения. Также, по словам Хренина, удалось отработать вопросы применения и противодействия беспилотникам. Далее цитата: «Обязательно продолжим традицию проведения такого учения, раз оно вызывает такой бешеный интерес». Конец цитаты. Напомню, последние учения Запад проходили в сентябре 2021 года, за 5 месяцев до того, как российские войска начали наступление на Украину, в том числе с территории Беларуси. Немцы внимательно, но дистанционно следили за учениями Запад-2025, и теперь в немецкой прессе пишут, что после их завершения, а я напомню, 16 сентября последний день, у Путина есть 3 дальнейших варианта, и 2 из них отправить войска в бой. Издание Bild пишет, что в Европе опасаются, что стянутые туда 30 тысяч военных могут напасть на одну из стран НАТО. Далее предлагаю послушать. Перед Путиным, по мнению политического обозревателя Bild Петера Тиди, теперь 3 варианта. Войска останутся на месте в качестве угрозы Западу. Войска прямо с учений вторгнутся в Украину с территории Беларуси. Пока все внимание сосредоточено на войсках в Беларуси. Напасть в другом месте. При этом, по мнению этого политического обозревателя, страны НАТО не готовы к силе, которую демонстрирует Путин. Тиде вспоминает ситуацию в Польше, когда из большого количества залетевших дронов было сбито всего несколько. При этом на это пошли колоссальные суммы – по 400 тысяч евро на один дешевый дрон. Он сравнивает это со стрельбой из пушек по воробьям и говорит, что европейцы напоминают 35-летнего ребенка, который впервые съехал от родителей и столкнулся с серьезными проблемами. При этом в России уже заявили, если над Украиной будет создана бесполетная зона, а НАТО начнет сбивать российские БПЛА в украинском небе, то тогда Москва готова к войне с Альянсом. Ну а если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши беспилотные летательные аппараты будут означать только одно – войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами. В то же время в Кремле заявили, что НАТО уже воюет с Россией. Песков уверяет, что доказывать это заявление не стоит. НАТО воюет с Россией. НАТО воюет с Россией, это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне. НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима. Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией. В НАТО же еще в прошлом году заявили, что такая формулировка Кремля – это миф. На официальном сайте Альянса говорится, что НАТО не находится в состоянии войны с Россией и не является стороной в войне. НАТО поддерживает Украину в ее праве на самооборону, закрепленном в уставе ООН. Это была цитата. О войне, а точнее о ее завершении, внезапно заговорили в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Там, отвечая на вопрос, необходимо ли ввести для депутатов, которые бежали за границу или не посещают заседания, криминальную ответственность, заявили, что такую инициативу поддерживают. Да и в целом, все, что касается военных дел, в парламенте принимается быстро. Между прочим, прозвучала и фраза о том, что война идет к финалу. Я хочу напомнить, с первых дней войны, с первых часов войны, скажем так, когда речь шла о секторе безопасности и обороны, об обороноспособности, была полная консолидация зала. Сейчас, когда очевидно, что война движется к завершению, кто-то это признает, кто-то нет, но фактически мы движемся в этом направлении. Уже начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах. Но вот в Министерстве финансов совсем другой прогноз, и он созвучен с тем, о чем совсем недавно говорили в ЕС. Война продлится еще точно год. Министр финансов на вопрос, какое желание он бы исполнил, если бы у него была волшебная палочка, ответил, что Украине необходимы деньги, а народ надо готовить к тому, что боевые действия не утихнут. Давайте послушаем. Нам нужны деньги. Нам их нужно больше, чем в этом году. Потому что война продолжается. Мы еще не увидели ее последнюю стадию.
Мы должны готовить наших военных, наш народ к еще одному году боевых действий. Поэтому нам нужны средства. На самом деле примерно 16 миллиардов евро. И еще, я надеюсь, что мы получим их. Найдем эти деньги с нашими партнерами и таким образом сможем формировать наш бюджет. Тем временем в Украине накануне Кабмин принял проект госбюджета на 2026 год. На оборону планируется направить практически 3 триллиона гривен. Это примерно 60 миллиардов долларов. Выделят деньги и на единый марафон, пишет один из депутатов. И чтобы вы не сомневались, деньги на единый марафон тоже традиционно заложили. Более 1,5 миллиарда гривен на марафон в бюджете. Плюс, как в прошлом году, около 80 миллионов на телеканал «Рада». Туда, как всегда, из бюджета и навещания отправят под 100 миллионов на «Кинокит», связанный с Миндичем. Российские войска движутся на запад. Военные аналитики отмечают новые продвижения россиян сразу в нескольких областях Украины и их движение с востока на запад страны, в частности в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. В то же время в Украине допустили, что Зеленский стоит за сдачей украинских территорий. Сделала это нардеп Марьяна Безуглая, которая неоднократно попадала в скандалы из-за своих публикаций в соцсетях. В частности, напомню, она систематично критикует главкома ВСУ Сырского и неоднократно намекала на то, что ему пора уйти с поста. Это все полностью ответственность Зеленского. За такое время невозможно игнорировать реальность. Или же это такой замысел? Меня не слышат. Поведение президента и отсутствие у него запроса на критические изменения в работе и руководстве сил обороны, вероятно, также обусловлено очевидным отсутствием массового запроса в украинском обществе на изменения в армии. Мы продолжаем верить в ВСУ, избегать ВСУ или, попав в систему, пытаемся решать с ВСУ разными путями. Меньшинство воюет, а еще меньшее меньшинство – идейно. Тем временем Сырский остается на своем посту, но при этом устроил чистку. Он снял с должностей командующих 2 корпусами – главу 17-го корпуса Владимира Селенко и 20-го Максима Китугина. Украинские медиа пишут, что это связано с потерями позиций в зоне ответственности этих корпусов. 17-й корпус, который возглавлял Селенко, находится в Запорожской области, где за последнее время силы обороны потеряли село Каменское и часть поселения Плавни, расположенного на берегу Днепра. 20-й корпус, который возглавлял Китугин, стоит на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину. В украинском генштабе подтвердили информацию, появившуюся в СМИ, и озвучили также официальную версию. Последствиями неэффективного руководства в зонах ответственности стали, в первую очередь, потери личного состава и утрата территорий в зонах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях. Дрон в самом центре Варшавы. Правительство Польши заявляет об уничтожении БПЛА над столицей. Какого типа он был, не ясно, но вероятно, что речь не об ударном дроне. Никаких сигналов тревог и информации о нарушении воздушного пространства не было. К тому же в Варшаве отчитали, что задержаны 2 подозреваемых, очевидно причастных к запуску беспилотника, и это белорусы. Инцидент произошел в 20 часов вечера 15 сентября. Только что служба охраны государства нейтрализовала дрон, действовавший над правительственными зданиями Паркова и Бельведером. Задержаны 2 граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента. Полная блокада Израиля. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам чрезвычайного арабско-исламского саммита в Дохе, говорится о призыве пересмотреть дипломатические и экономические отношения с Израилем после его беспрецедентных авиаударов по Катару. В документе также содержится категорический отказ от любых попыток оправдать подобного рода нападения. Кроме того, страны-члены Организации исламского сотрудничества должны, далее цитата, принять все возможные меры для содействия выполнению ордеров на арест, выданных Международным уголовным судом в отношении лиц, совершивших преступления против палестинского народа. Всего в коммюнике 25 пунктов, один из них полностью отвергает намерение Нетаньяху любой ценой уничтожить лидеров Хамас. Категорически отвергнуть неоднократные угрозы Израиля о возможном возобновлении нападений на государство Катар или любое арабское или исламское государство, считая такие угрозы провокационными и представляющими собой серьезную эскалацию, угрожающую международному миру и безопасности, и настоятельно призвать международное сообщество самым решительным образом осудить их и принять сдерживающие меры для их пресечения.
Трамп знал о планах Нетаньяху атаковать Доху, Биби его предупредил, сообщает издание Axios, ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников. В Белом доме же говорили, что его уведомили только после того, как ракеты уже находились в воздухе. Тем временем Нетаньяху на фоне эскалации ситуации призывает жителей Израиля готовиться к экономической изоляции. Как я сказал, поставки вооружений нам приостанавливаются. Это происходит сейчас. В ближайшие годы нам потребуется укрепить нашу независимую оборонную промышленность, чтобы у нас была автономия вооружений и в экономике вооружений, а также промышленный потенциал для их производства. Поэтому мы прорвем эту осаду. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.